Представители знака зодиака Козерог. Козероги, мои дорогие, здравствуйте. Второй прогноз, гороскоп, январь 2024 года. Давайте узнаем подсказки карт. Ну, будем реалистами, конечно, карты не расскажут о личной истории каждого из нас. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки вы определенно получите. 2 января Меркурий выходит из ретроградного движения, и если во вторую половину декабря 23 года с 13 числа ваши планы потерпели коррекцию, что-то пришлось отложить, может быть, поездки, или переделать как будто бы по-другому, потому что невозможно было в каком-то одном русле что-либо продолжать, то теперь у вас зеленый свет как раз осуществить те намерения, которые отложились по какой-то причине. И 21 числа Плутон входит в знак зодиака Водолея. И если в течение 23 года я часто говорила, 23 год – это у нас год адаптации. Вот эта адаптация, которую мы совершили уже в 23 году, в 24 нас энергетика Водолея переключит совершенно в другое как будто направление. Правда, это новационный знак сам по себе Водолея. Это больше индивидуальности для всех нас, больше свободы, больше самовыражения, когда вы можете создать свою мечту. И может быть, как структура, которая продолжит отстраиваться и больше будет конкретики в 2025 году, но тенденции уже будут видны в 2024. И если та самая игра по новым правилам идет, мы должны вписаться в эти правила, это точно. Ну, давайте пока в разрезе января мы посмотрим. Первую карту для вас, Козероги, мы достанем и назовем, какая сфера жизни для вас наиболее проиграется в январе. Чем вы будете заниматься или уделять внимание личной жизни? Или иногда по двойке кубков, хоть это карта любви, безусловно, но это не про страсть, это про надежные искренние отношения, когда люди понимают друг друга без слов, словно интуитивно считывают друг друга. Но, видимо, есть еще и такой момент, не все нам по этой карте про любовь говорят, быть дипломатом. Тут будет очень важно со всеми договориться. Но где-то даже с людьми сложными, значит, держать нейтралитет. Для чего-то вам это будет важно. Ну, давайте я сама достану карту. Какова сфера жизни, которой придется заниматься в январе? И что важно знать по этому поводу? Сюрпризы января. Неожиданности, с которыми вы можете столкнуться. Что скрыто? Давайте узнаем, что может помешать, а что будет помогать и радовать. Достанем карту, посмотрим энергетику, дела, работа, бизнес, энергию денег, пусть нам покажут, и личная жизнь. Итак, какова же сфера жизни, которая будет наиболее активно проигрываться? Тут, знаете, так, вообще жезлы, дела, работа, бизнес и деньги. Вот. Дела могут быть самые разные, начиная от каких-то согласований документов, решений, подписей, может быть, или дела в банке у кого-то вы хотите или закрыть, допустим, кредит, или взять ипотечный. Ну, самые разные могут быть дела, которые именно по этим двум сферам словно проигрываются. Помимо всего прочего, это может быть ваша правда, вот то, что вы или не совершили, но очень хотели в декабре. Здесь словно зеленый свет благодаря тому, что что-то становится по местам и появляется возможность осуществить то, что не мог сделать раньше. И вы куда-то отправитесь. Может быть, в какой-то местности вам нужно будет именно уехать, чтобы там на месте решить тот или иной вопрос. Такое тоже может быть. К вам может приехать внезапно человек, которого вы не ждете. Или для кого-то из вас иногда проигрывается эта карта, может быть, проверяющий на работе. Ну, я надеюсь, это для, может быть, одного-двух, но озвучить, тем не менее, я должна. Что самое главное нам говорит карта? Когда мы идем по волне событий, мы не можем что-то отложить на потом. Предполагает по этой карте, предполагается, точнее, наша реакция на происходящее событие как ответ. Это не значит, что
Плюс, минус, или мы с кем-то соглашаемся, отказываемся. Но, может быть, это даже будет означать какой-то ваш очень важный телефонный звонок, когда вам просто нужно сказать, что да, я в теме, чтобы вас просто где-то, ну, из какого-то дела вашего, для вас важного, или из какого-то события, может быть, которое продолжается долго, но вот не выпасть из какой-то реальности. У кого-то вот именно даже совершив звонок, вы сделаете что-то важное, как будто откликнуться нужно. Вот в этом контексте предполагает нашу реакцию карта тоже. Но у кого-то это будет сопряжено, может быть, с вашим вообще переездом. И может быть где-то даже очень далеко. У кого-то релокация офиса, которая тоже может прийти внезапно. Или как вариант по работе. Работа с командировками у кого-то может проигрываться как предложение, может быть, по работе. Давайте мы посмотрим, что важно знать. Энергии много, такой достаточно горячей. Правда, скучать будет некогда, еще один рыцарь. И это могут быть как люди, много людей в вашем окружении. Нам говорят по рыцарю Пентаклей, доверяй не первому услышанному или первой услышанной новости, а как будто проанализировать это нужно обязательно. Тому, что надежно мы доверяем. И то, что где-то можем проверить. Или, если это касается людей, те люди, которые тоже для вас проверены уже, надежны. Это карта прогресса. И для кого-то из вас это как предложение или ваше решение в январе, которое будет касаться именно работы, может быть, или ваших заработков, может быть, вторичный какой-то доход. И по этой карте это лет на 20, как по Плутону. Что-то с хорошим заделом на будущее, с прогрессом. И когда мы остаемся довольны, когда, знаете, вот это состояние уверенного спокойствия к нам приходит. И по финансам-то как будто тоже предполагается рост. Вот что-то такое доброе, хорошее для себя по части дела, работа, бизнес, деньги вы можете совершить. Может быть, это будет просто решение, правда? Или как-то еще раз изменится обстановка в связи с приездом человека, или вы что-то узнаете, отправляясь куда-либо, когда вы вот такой новый ракурс можете взять. Сюрпризы. И все как будто по закону. У нас верховный жрец это как иерофант, это словно по судьбе. Знаете, будет как и много перемещений, много людей, так и много, может быть, обращений в инстанции. Или если даже оно одно, как будто как сюрприз, это может быть как окончательное решение или очень важная какая-то информация, которая к вам приходит. У вас могут произойти как действительно дела, работа, бизнес и финансы. Какие-то очень важные вехи или может быть, это как возможности к вам приходят, или наоборот, это то, чем вы прежде занимались, а теперь словно вы будете видеть результат какой-то. По этой карте в сюрпризах вы можете начать учиться чему-то новому. Кто-то из вас решит учить язык, например, может быть. И в последующем мы вообще учимся по карте Иерофант. Учимся, причем на ошибках чужих, а не своих. Это как ключи. Ключи как к будущему, к совершенству, к своим возможностям, когда мы себе можем, ну, где-то и соломки подстелить, избавив себя от скоропалительных решений. Это можете быть вы, если вы преподаватель, то по этой карте Иерофант это великий учитель. Значит, шикарную карьеру можно уже в январе, видимо, будут возможности, может быть, замолвить словечко или обратиться к тому человеку нужному и на чистоту поговорить о том, что да, я хочу именно строить карьеру, получать новую должность. Ну или как-то продумать. Но для вас, кто преподаватель, для вас вообще зеленый свет, правда? Но что-то доброе, хорошее и надежное в сюрпризах приходит на ваш порог, в вашу жизнь. Чем-то вы будете не просто довольны, и ведь есть ведь драйв вот этот жизненный, поэтому скучать будет некогда, так еще и, правда, то, что дает уверенность в завтрашнем дне. Наверное, это очень важно. Давайте мы посмотрим неожиданности, с которыми вы можете столкнуться. Ну а что-то и завершится, какая-то история. Вот посмотрите, с карты Верховного Жреца, здесь как будто нам говорят, все, вот что-то, какой-то жизненный этап, может быть, в вашей жизни закончился, и вам не захочется даже
оборачиваться назад. Часто по этой карте я сравниваю, чтобы было правильно, понятно. Ну, я надеюсь, вы меня понимаете, что это карта трансформации. Вот это та трансформация, которая, к примеру, связана с тем процессом, когда мы садим зернышко в землю. И первым делом у нас разрушается твердая оболочка, которая долгое время сохраняла этот росток. И вот это и проходит по 13-му аркану, как какие-то препоны, оковы, препятствия, они спадают. Может быть, это, знаете, как своего рода аллегория башня. И нам какое-то время казалось, что мы держимся за эти устои, традиции, правила. Это было очень для нас, составляло как основу чего-то. И вот теперь, с одной стороны, мы можем так быть в замешательстве, потому что есть такой момент неожиданности, что перестраивается структура, порядок. И как будто не за что подержаться, да, вот прежде было понятно, а теперь как будто нет. Но нам придется пройти какой-то путь в одиночку. И вот как то зернышко, точнее росток, пробивается сквозь темную землю к солнцу, и нам придется исследовать непознанную землю без карты и, может быть, какие-то шаги сделать словно в темноте, в тумане. Что-то мы не сможем просчитать наверняка. Почему эта карта всегда говорит: не делай больше одного шага за раз. Вот сделал что-то, любое дело, мои дорогие козероги, остановитесь, осмотритесь, проанализируйте обстановку вокруг вас, посмотрите, что говорят люди. Вот это такая неспешность, она будет способствовать, чтобы где-то самому себе ну, дополнительных каких-то препятствий не создать неправильными действиями. Что скрыто? Вы знаете, вот тот, кто хочет совершить переезд далеко, у вас получится. Кто хочет найти новую работу, нам не говорят, что это произойдет в январе, это скрыто. Это как будто вы можете этого не видеть. От вас никто ничего не скрывает. Это вы можете иметь грандиозные планы, мои дорогие козероги, и думать очень правильно, кстати. Я никому ничего не скажу. И с учетом верховного жреца. Правильно. Тут нужно действовать только наверняка. Так вот, если мы говорим тройка жезлов, карта якоря, уверенности и, опять же, прогресса, что-то наперед. Но еще в январе, посмотрите, человек стоит. Да, он нам нарисован как бы со спины. Он уже повернулся к прошлому спиной. Но он еще пока не решил, на какой корабль он запрыгнет и отправится в свое жизненное путешествие. Поэтому вот и вы будете еще что-то просчитывать. И все то, что я говорила по 13-му аркану, для вас будет очень актуально. Но по этой карте мы осуществим то, что мы задумали. Она всегда говорит нам о том прогрессе, когда, если мы готовы двигаться вперед, если в принципе открыты миру, то и для нас пространство, Вселенная, 1000 вариантов предложит. И будет даже из чего выбирать. Что-то удивительно хорошее и светлое вы для себя сумеете создать, воплотить свою мечту в реальность. По сути, где-то предвестник этого тройка жезлов. Чему сейчас не время или что может помешать? Да нет ничего, чтобы могло помешать. По пажу Пентаклей это правда могут быть какие-то вопросы. Ну, разве что, знаете, вам придется, может быть, потратиться, ну, отчасти на своих детей. Вполне вероятно. Или какие-то планы, даже детей подросших. Или как будто, может быть, это как обучение детское, и вы будете в этом участвовать. Может быть, и курсы. Ребенок захочет дополнительный язык учить или заинтересуется IT-технологиями. Сейчас очень много всевозможных курсов. Это не то, что вам мешает, но просчитать тогда просто финансы придется. Я думаю, что это не для всех, безусловно, проиграется. По пажу Пентаклей нет ничего, что вам мешает. Вы где-то сами в этих энергетике, в такой энергетике. Что будет радовать и помогать? Вот правда, куда-то козероги собрались. По этой карте главное значение восьмерка кубков. Мы как будто ищем выход, и мы его находим. Гордиев узел можно разрулить как-то или разрубить, в зависимости от того, что это будет. Но выход как будто есть. Если мы говорим про перемещение, что будет помогать? Ну, может быть, уход, отъезд человека.
от вас, если это актуально. Вам, может быть, гостей будет у кого-то много. И буквально, когда они уедут, вы вздохнете спокойно и скажете: ну, наконец-то, теперь я уже буду уделять внимание самому себе, своей семье и то, что у меня стоит на позиции сегодняшнего дня. Хотя и смена работы, смена места жительства, причем у кого-то очень далеко, все то, что я где-то говорила по тройке жезлов. И это что, как вам помогает ваша решимость идти вперед, когда тоже где-то, как в 13-м аркане, я готов исследовать эту непознанную землю без карты. И пусть я иду в одиночку, но я надеюсь на самого себя, и меня невозможно застать врасплох. Вот какой-то уход, отъезд, у кого-то буквально физически это пройдет, а у кого-то как смена планов, смена приоритетов, мои дорогие, или важный выбор в вашей жизни. Тем более, я это уже говорила, у вас карта Верховного Жреца, словно это по судьбе. Какая-то ситуация закончится, и сразу же перед вами откроет новые перспективы. Вообще шикарно, мои дорогие. Дела, работа, бизнес. Карта, вообще, это мелкая карта, пятерка пентаклей, и всегда пятерка – это недостаток. Недостаток взаимопонимания и недостаток финансов. Это не есть характеристика всего месяца, но вот такие недостатки, как будто я хочу больше, чтобы у меня было жалование, или я хочу больше зарабатывать, это нормальное желание, или если среди коллег я хочу больше взаимопонимания, меньше каких-то расприй. И вот эти два момента могут быть основным побудителем, чтобы вы начали что-то менять. Потому что именно какая-то есть история, которая вас не устраивает, но она и есть побудительный мотив. И карта мелкая, повторюсь, она не говорит на дистанцию всего месяца, но, видимо, будет какое-то сожаление о том, что вот там, где вы сейчас находитесь, или вот ваш теперешний труд, он вас как будто может перестать устраивать. И вы, основываясь на этом, будете себе намечать, что я хочу точно избежать. Вот эти два направления, как недопонимание, может быть, в общении, или ненадежность в выплатах, например, да, если мы говорим по финансам. Вот здесь козероги могут какую-то свою историю в корне изменить. Давайте мы посмотрим, что же по финансам. А здесь нам говорят, в принципе, могут быть задержки, правда. У кого-то из вас, хотя деньги будут. Если мы достали карту Иерофанта, Иерофант нищий не бывает. И это в позиции сюрпризы. Поэтому надежность какая-то проходит. Но, может быть, знаете, деньги приходят, но на 3 дня позже, а хороша ложка к обеду. Или обещали одну сумму, а получили мы какую-то другую. И вот есть какая-то, ну, замороженная ситуация или подвешенная, пока невозможно что-то расставить по местам, и вам из этого тупика захочется выйти. Это точно. С другой стороны, по финансам, мои дорогие, деньги есть, повторяюсь. Вы не должны, может быть, откликнуться на какую-то сомнительную сделку. Вы не должны рисковать собой. Или, ведь это карта жертвенности, так тоже она трактуется. Не должны просчитаться в каком-то финансовом вопросе, чтобы потом какую-то ситуацию расхлебывать в одиночку. Вот есть и такой момент. Это мы, почему тупик? Мы словно шли куда-то и упираемся в стену, правда? И нам либо направо, либо налево. Нам как будто нет ситуации к продолжению. Вам нужно что-то менять. Правда, вот какая-то финансовая, может быть, и по работе, или у каждого ведь своя судьба. У кого-то эта ситуация связана с конкретным делом и с конкретным человеком, может быть. Так тоже. Я бы сказала, с учетом, если у нас выпадает 12-й аркан повешенного, деньги в долг точно не даем. Не скоро увидим. А может быть, у кого-то это уже проиграется, когда вы кому-то одолжили сумму, а вам не вернули, а она вам сейчас необходима. Но вот будьте аккуратны. Личная жизнь. Тройка мечей. Вы знаете, вот я бы сказала, вот эти все 3 карты, недостаток, да, как взаимопонимание. Финансовый есть какой-то вопрос, который вроде бы есть и стабильность, но есть и или недоразумение, или ваше недовольство. И в личной жизни есть какой-то вопрос,
который тоже вас чем-то разочаровал. Это карта прошлого и прошлых, ну, не побед, нет, а как раз наших переживаний. Но это уже состоялось, и теперь на смену прежним эмоциям приходит, ну, как ледяное равнодушие. Нас какая-то ситуация, она именно в контексте ситуации, а не эмоций, она нас не цепляет. И поэтому не дает возможность не совершить какую-то ошибку еще раз. И может быть, вот исходя, как будто это все может быть взаимосвязано у вас. Может быть, правда, январь такой месяц, когда еще и дела наши личные, нашей семьи, как финансовое состояние, как последующие наши планы на труд, на деятельность трудовую, у вас словно в один клубок могут переплестись и появиться новые возможности. Может быть, неизбежно какая-то история заканчивается. Может быть, дважды вам уже самим, и вы где-то инициировали вот этот финал. И теперь перед вами новый путь. Но пока какую канву это отстроится, сказать сложно. Единственное, что будет сильная позиция за счет чего? У вас не будет эмоций. Вы будете очень право, здраво видеть, что есть по факту. Вас невозможно увлечь будет какими-то, ну, красными речами или, хотя есть по повешенному такая у кого-то возможность все равно попасться на крючок. Вот это будьте внимательны, особенно с деньгами. Но я бы больше сказала, что тут как раз вас не устраивает как то разочарование, как недопонимание или какой-то финансовый вопрос. И вы будете, это основной мотив к тому, чтобы что-то менять. Все то, что уже говорила до этого, просто эти карты по позициям жизни, да, наших сфер жизни, они дают общую информацию, дополняют все то, что я сказала. Давайте мы с вами достанем, мои дорогие козероги, картосовет. Потому что не дали нам тут исчерпывающей информации эти три карты. Совет на январь. Не торопитесь. По королеве кубков, правда, могут быть вопросы, касаемые каким-то образом. Может быть, это будет связано с недвижимостью, с вашей поездкой, переездом, или вы меняете жилье. У кого-то ваша личная история на повестке месяца тоже будет важно, актуально. Но карта неспешности. Мы здесь больше подмечаем, и где-то я говорила то, что не торопитесь, исследуем непознанную землю без карты. Какая-то поспешность, даже если, знаете, да, извините, зубного скрежета, хочется быстрее какой-то вопрос решить, он у вас все равно решится, посмотрите. Вы уже как будто повернулись к прошлому спиной, дважды нам показали. Но, видимо, вот теперь, как бы не хотелось форсировать что-то, но не время. Сохраняйте хладнокровие, выдержку. И знаете, ведь эта королева кубков, раньше ее изображали как королева-русалка. А русалка это та, которая заманивала моряков и рыбаков на пучины морские, обещая им несметное сокровище и волшебную любовь. И ей верили, шли, там и оставались. То есть энергетика, как у великого манипулятора. Придется, это карта совет, быть манипулятором, мои дорогие козероги. Причем так, чтобы никто не догадался и о ваших планах, о ваших намерениях, и о ваших предполагаемых действиях. Вам это все будет в плюс в 1000 раз больше, нежели вы что-то обнародуете. Давайте я спрошу, что такое повешенный. Вот мне это не совсем тоже понятно. А здесь нам про любовь. Какая-то может быть ваша личная история финансовая, может быть это, знаете, будет связано какая-то заминка финансовая, когда действительно либо у вас задерживаются деньги, либо у вашего партнера, либо еще какая-то ситуация в личной жизни будет перекликаться с финансами. И давайте я еще достану, мне просто интересно, пятерка пентаклей, что же это по работе? А здесь, правда, мы можем столкнуться с теми людьми, с которыми сложно вообще какой-то баланс эмоциональный вывести. И по рыцарю мечей у нас идет один совет. Держись позиции нейтралитета и стороннего наблюдателя, кстати. Вот все то, что мы с вами говорили. Как будто, первое, не откликнуться на какую-то заманчивую идею. Потому что проходят люди, как есть такое значение, бунтарь без причины. Люди, которым всегда плохо, или они нам пытаются какую-то свою правду
навязать как истину в последней инстанции, а по факту дело обстоит совершенно по-другому. Или могут проходить и люди, которые нам выдают какой-то проект как супер, там что-то прибыльное, а по факту это тоже может быть минус. Поэтому нам и говорят, подожди, не действуй, разберись сначала, не торопись. Вот, видимо, не просчитаться как с финансами, так и с какой-то историей, может быть, касаемой дела, работа, бизнес. Будьте, вот как я сказала, по королеве кубков, великим манипулятором, тогда как будто и по карте-то 13-го аркана, тоже в этих энергиях, трижды благополучно находиться. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.